Привет! Сейчас я покажу, как быстро зарегистрироваться в VideoForce и произвести минимальную настройку. Для начала нам нужно зайти на сайт VideoForce и перейти в личный кабинет. Первым делом мы зарегистрируемся. Для этого я нажимаю на «Регистрация», ввожу имя пользователя. И если у вас есть промокод, то вы можете ввести его сюда. Я буду заходить без промокода. Итак, я нажал на «Зарегистрироваться», теперь мне нужно перейти в почту, которую я указал здесь. Здесь мне пришло письмо от VideoForce, мне нужно по нему перейти. Здесь у меня есть код верификации, я нажимаю на кнопку «Подтвердить регистрацию». Я попадаю на это окно. Если данные не заполнились автоматически, то нужно взять код подтверждения из письма, email указать, который вы указали при регистрации. Нажимаю «Подтвердить». Теперь мне нужно войти под теми данными, которые я ввел в самом начале при регистрации. Итак, я попал в VideoForce. Первым делом мне нужно добавить сотрудников. Это можно сделать и позже, но проще всего будет сделать это с самого начала. Здесь в списке сотрудников пока что есть только я владелец. Я нажимаю «Пригласить сотрудника» и могу ввести имя, которое будет отображаться у сотрудника, и его почту. Сейчас я для примера добавлю несколько сотрудников. Итак, я добавил 3 сотрудников, вы можете добавить сколько угодно. Я нажимаю «Пригласить». Сейчас этим сотрудникам пришло приглашение на почту. Пока они не ответили и не зарегистрировались, их окна выглядят вот так. Когда сотрудники зарегистрируются, то их окна будут выглядеть так. Можно будет назначить его администратором. Если я назначаю сотрудника администратором, то он может добавлять, удалять других пользователей и редактировать виджеты. Поэтому администратором лучше назначать только тех, кто ответственный и кому вы доверяете. Здесь можно посмотреть подробнее о ролях в админке. Следующее, что я делаю после добавления сотрудников, это настройка виджета. Я создам свой первый виджет, перейду во вкладку «Виджеты» и нажму «Добавить виджет». Первым делом я придумаю какое-нибудь имя виджета. И если вы хотите, чтобы виджет пропадал, когда никто не онлайн, то нужно нажать галочку «Скрывать виджет, когда нет доступных операторов». Мы рекомендуем ее вставить. Я сохраняю изменения обязательно и перехожу дальше. Теперь мне нужно добавить операторов. В списке операторов у нас вообще все сотрудники. Если назначаю кого-то оператором, то он становится видимым на этом виджете, и ему могут звонить пользователи. Для начала я назначу оператором себя. Можно назначить и других сотрудников. После того, как мы назначили операторов, нужно убедиться, что у всех из них стоит миниатюра. Для этого нам нужно зайти в настройки своего аккаунта, чтобы поставить себе миниатюру, перейти вниз и добраться до видеозаставки. По умолчанию она пустая, мы нажимаем «Изменить», и вот, как видите, тут ваше лицо появляется. Нужно нажать «Записать», видео будет записываться 10 секунд, звука в нем не будет, и это видео, которое запишется, будет показываться в лобби выбора менеджеров. Вот, как вы видите, оно просто повторяется по кругу 10 секунд. Я нажимаю «Сохранить», и после того, как видео обработается, оно появится в лобби. И теперь по умолчанию вместо пустого места здесь будет запись. Все, мы произвели минимальную настройку виджета. Теперь можно брать код и устанавливать его в вашу CMS или на ваш сайт. Более подробная инструкция о том, как это сделать, есть у нас в Help.